Всем привет! Это канал Слово Пацана. Меня зовут Рома, за камерой, как всегда, Дима. И мы сейчас находимся на поле. И здесь очень приятно находиться. Почему приятно находиться на поле, спросите вы? Обычное поле. Все не так просто. Дело в том, что еще не так давно здесь было очень много мусора. И всего лишь за месяц один человек смог навести здесь порядок. Этот человек – это Михаил, отец семейства, про которого мы снимаем выпуски. Кто не смотрел, просто знайте, что у нас есть плейлист про семью, которую мы встретили ночью на трассе и который буквально выживает. Вы живете на сколько, получается? На 9 тысяч. То есть 9 тысяч – это пособие детские? Детское пособие от 3 до 7. Мы очень хотим изменить жизнь этой семьи. Точнее, а это прям очень важно. Мы хотим, чтобы они сами изменили свою жизнь, а мы лишь немножко им помогли, их подтолкнули и где-то советом помогли, где-то изменили те моменты, с которыми они никак не справятся. И нам очень хочется, чтобы жизнь этой семьи реально поменялась. Дай бог, у нас это получится. Ты готов работать? Готов. Какая работа? Любая. И сегодня последний день работы Михаила здесь, то есть закончился месяц, мы произведем с ним расчет, мы заплатим ему зарплату, возможно, часть этих денег мы уже сможем потратить, помочь им как-то потратить на их же нужды. Я вижу, что объем работы, и это радует, сделан действительно большой. Мы идем к Михаилу, он там в роще, заканчивает свою работу, пойдемте с ним встретимся. Мы тут решили подъехать чуть поближе, и, по-моему, мы застреваем. Газонная, да? Да я пытаюсь. А как мы будем машину сдавать, скажи мне? Это прокатная машина. Слушай, ты дрифтер, что тут? Ну, я умею немножко. Чуть-чуть дрифтанули, а там следы видно. Вот. Мне кажется, такую машину ему еще не сдавал никто. Да. Вообще, здесь огромное поле, просто огроменное поле. Мы сейчас вот подъехали немножко с другой стороны, здесь еще очень-очень много мусора. Вон, посмотрите, вот здесь вот в начале рощи много. Там вообще просто свалка, которую, объективно человеку одному здесь не справится. Сегодня просто подведем итог, сколько уже собрано и сколько мешков, кстати говоря, собрал Михаил. Пойдемте. Как? Да, машину закрыл. Это чистюля. Чистюлю я закрыл. Ключи чуть потерял. Ключи, да, оставь, может пригодятся еще. А прийти здесь так где-то уронить. И все. Просто, чтобы вы понимали масштаб. Вот он. Вот так же было и там, где уже собрано, кстати говоря. Да, то есть вот сюда просто Михаил не успел дойти. Вообще, когда мы давали работу, мы предполагали, что все не получится. Мы прям на сектора делили. Мы уже подходим сейчас к той зоне, где плотно работал Миша. Здесь вот видно еще вот мусор. Вот он встречается. Вот он, то есть он вот оттуда шел, оттуда вот сюда. Да, здесь уже начинаются мешки. А мы скажем, что у нас мешки сперли? Ты уже сказал. Здравствуйте, уважаемый. Здорово. Ну что, как дела? Так, нормально, потихонечку. Посчитал, сколько всего мешков собрано? Ну, около 300. 304 где-то. 304. Значит, сейчас здесь на поле у нас 304 мешка. Плюс еще порядка 40-50 пропало мешков. Ну, мы узнаем, где они. А ты доволен вообще, что вот такой вариант временной работы мы тебе нашли? Конечно. То есть, Это хоть какая-то поддержка. ну, ты понимаешь, что ты помимо того, что помочь своей семье, да, и получить какую-то оплату, ты еще, полезное дело, по сути, делаешь. Да. На благо общества. В этом ничего стрёмного нету. То, что вот ходишь, мусор собираешь. Это, наоборот, тем указывать надо, кто кидает этот мусор. А вообще, какая работа тебе бы была интересна? Ну, хоть по электрике, хоть по телерадиомастер. Я бы такой, чтобы в городе работал бы, а не в деревне. Чтобы каждый день ездить и работать.
А кем? Да хоть кем. Еще вопрос тебе. У тебя что с лицом? Получилось так. Ну, кто-то тебе влепил? Да. Понятно. Ладно, в подробности даваться не будем. Тут деревенской жизни, ну, в общем, я просто обратил. Своя романтика. Как ты считаешь, весной, когда мы вернемся к этой истории, как нам лучше поступить? Устроить здесь субботник, может быть, Да. с жителями села? Я думаю, что можно будет попробовать, вот если весной мы к этому вернемся, мы можем, ну, даже какие-то объявления здесь повесить, кто хочет, тот придет и вместе с нами примет участие, постараемся здесь выгрести все это поле прям до конца, чтобы уж завершить эту историю, чтобы здесь было чисто действительно полностью, потому что пока еще часть поля осталась вот такая вот. Все, по сути, вот здесь вот ты собрал мусор, вот оттуда, вот там вот раз куча, два куча, три куча, четвертая, пятая, и вот здесь уже как бы остановился, да. Потому что дальше вот я вижу, что не убрано. И с той стороны, вот там вот, где башня красная, вот там вот много собрано, прям сектор целый большой. Потом второй сектор большой. И вот там вот, тут есть еще одно место, которое мы увидели сейчас, когда мы дрифтовали там на машине, мы проезжали. Короче говоря, Миша стал собирать мусор в самой вообще жести. Здесь есть такая, типа, самое прям сердце этого поля мусорного. Миша стал там собирать. Собрал там очень много мешков. Но там нереально все собрать. То есть, ну, как бы вот, учитывая то время, которое есть, да, вообще там нужно лопатой работать. Потому что он стал в этом мусоре прям собирать. Ну, сколько там мешков? Ну, вот там самое большое количество мешков. Ну, там. И вот здесь вот самое большое количество мешков. Они вот везде вот здесь собраны, вот там собраны, там, и еще вот там вот кучка, и вот там вот за деревьями такая прям большая куча. Тут лопатой нужно, конечно, здесь прям, я не знаю как тут вот, ну как это все. Не, нужно это все доделать будет, ну мы подумаем как. Может быть вы напишите в комментариях, как убрать вот этот мусор, который мелочевый, которого много здесь накидано. Ну что, с землей его прям забирать и увозить как-то? Ну, придется так, наверное. Верхний слой снимать, а ты по-другому не вытащишь это все. Этот мусор, который ты собрал, что дальше с ним делать? Оставить его здесь? Нет, вывести его на другую свалку какую-нибудь. То Или есть... переработать его. Ну вот на самом деле мы тоже очень долго думали, что можно и нужно сделать в этой ситуации. И вот что мы придумали. Суровые парни приехали. Привет, Рома. Дима. Пош. У вас компания, которая занимается Сбором трусы. сбором, и что дальше с ним происходит? Сбор, киповка, прессовка, и дальнейшая отгрузка на перерабатывающие заводы. И еще можно деньги получить за это даже. Да. Круто. За это получают деньги, да. Круто. Это у нас первая куча. Здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 19, 20 мешков. 20 мешков мы грузим и дальше продвигаемся к другим. Мы вот тут были, получается, в прошлый раз без камеры. Да. Вот, вывезли полную газель. Вы. Да. Вот это вы, те ребята, которые у нас сперли мешки. Да. Это были мы. Мы целое расследование провели, короче. Кто тут? У нас мешки исчезли. И полную газель, оказывается, ребята уже вывезли. Ой, я мышку испугался. Смотри, она тебе сейчас в это залезет. Ох, бедняжка.
О, мышка, ничего себе. А теперь я расскажу тебе историю. Миша нам звонит и говорит: ребята, Спер, да? да, у нас проблема. У нас сперли мешки с мусором. Кто бы это мог быть? Не, ну типа, ну кому нужны мешки с мусором? Он говорит, причем много. Все вот это поле, которое мы первый раз собирали, сперли. Ну да, мы всю газель загрузили. У меня первая мысль такая, что, значит, Миша, ну, придумал это все. Просто взял эти мешки, перетащил туда, типа, я убрался. Ну, это как бы откровенно. Миш, ты прости меня. Это понятное дело. Ну просто кому реально нужны мешки с мусором? Оказывается, ребята, когда мы с ними созвонились, взяли, приехали сюда, нас не предупредив. Мы тогда увезли полностью, она была полная. Это на самом деле очень важно сейчас сказать и показать, потому что зрители, которые будут смотреть, будут думать, они же еще оценивают работу Миши, что типа, всего-то. На самом деле здесь Нет, были две еще газели, ребята. Да. Вы нам расскажете, сколько получилось чего в килограммах, Да, в объеме полностью, все под объем. И даже с этого мы посмотрим, сколько Миша еще получит денег. Ну, Вот на это следующей неделе мы просто это все надо отсортировать. То есть это что же не все так просто. Ты вываливаешь мешок, и там уже смотришь, что там, где стекло, где пластик. Пластик отдельно, стекло отдельно. Вот так вот. Еще дополнительный бонус от пацанов будет еще. В Инстаграме в своем мы скажем, сколько в итоге Миша получит денег, сколько получится всего там килограммов. Вот здесь он появился, этот Инстаграм, поэтому переходите, подписывайтесь. Там вообще все вот фрагменты, которые не входят в ролик, даже которые вот мы не успеваем в ролик вставить, они в Инсте. Поэтому уже сейчас в Инстаграме уже есть фрагмент с тем, сколько в итоге получилось у нас по деньгам для Миши. И вообще вот весь объем собранного, Ну, понятно, вся да. вот эта информация будет в Инсте. Пойдем, пообщаемся. А то мне одному скучно тут. Приедем, газель разгрузим и начнем ее сортировать. Высыпаешь на пол, Ага. все сортировываешь, раскладываешь пластик туда, пластик сюда. И мусор, который уже отход на самом деле, также в мешки забиваем, потом уже на свалку. Я свалился на мусор. Они затормозили, я прям на мусор лег. Давайте подъедем еще вот сюда, вот соберем. Вот здесь и вот там еще 2 мешка каких-то, да? Давай, Паш, удачи тебе. Ты как вообще, к дрифту относишься? Дрифта? Да. Положительно. Положительно? Сам не дрифтовали. По крайней мере, не на этой технике. Так, Здесь мы с тобой сейчас- Нет, здесь не будем, прямо едем. Прямо? Вот, да, вот видишь, где следы? Вижу. Вот нам туда. Все, мы поплыли. Все, застряли? Сразу прям. Мы вспомнили, что вкус Паша. Нормально все? Он так и ходил там туда-сюда. Короче, я взял всего лишь 1 мешок, парни взяли по 2. Но, откровенно говоря, просто я без спецодежды, как минимум. Алло? Алло, Ром, привет! А чем вы сейчас занимаешься? Да мы тут мусор таскаем, тебя, кстати, очень не хватает. Ты что делаешь? Ой, я не поверишь, работы много. Вот, дела навалились, всего тут, короче. Ну, вот так вот как-то. Тебя очень не хватает сильно в последнее время. В нашем движухе, так скажем. Поэтому ты хотя бы свою фотографию нам пришли, чтобы она у нас была. В хорошем качестве, твое лицо прям видно хорошо. Договорились? Ну, давай, как вот, освобожусь. Вот, у меня там одна фотка есть, вот, я пришлю, хорошо? Ну все, давай, да, ждем. Вот такую фотку прислал нам Серега. А мы взяли набор Мозабрика и решили сделать ему подарок. И вот что у нас получилось.
Вообще, можно было и просто подарить набор, а он бы сам собрал, что захочет. Потому что Мозабрик позволяет превратить абсолютно любое фото в настоящую картину. Все просто. Достаточно иметь вот такой вот набор на руках. Загрузить фото на сайт, а дальше по полученной инструкции собрать из вот таких деталек пиксельную картину. Цветов, кстати, 5. Разные градации серого. И их тут столько, что реально хватит на любое изображение. Есть, кстати, 3 разных размера. Так их еще и объединить можно. Максимально можно получить 142 сантиметра на 142 сантиметра, представляете? Внутри набора лежат основы для сборки, детали 5 цветов, демонтажный ключ, подставка и скотч, чтобы повесить на стену, а также уникальный ключ продукта для доступа к генератору инструкций. Знаете, какое сегодня число? Вообще-то, для подготовки подарков осталось совсем чуть-чуть. А эти наборы максимально универсальны, как подарок. Но подумайте сами, получатель сам выберет, что собрать. Можно круто провести время в компании. Оригинальное украшение интерьера. Понравится кому угодно. Прямо сейчас переходите по ссылке в описании, выбирайте подходящий размер и запасайтесь оригинальными подарками на Новый год. Так еще и скидка 20% на любой набор по промокоду СЛОВО. Времени мало. Ну что ж, на самом деле прошло где-то сколько? Часа 2, наверное, мы тут грузили все это в «Газель», заполнили всю ее полностью, уже больше не помещается, остались еще мешки. Ребята, сюда, EcoWorld, вот эта вот компания, еще вернутся, еще, я думаю, что сколько, одну «Газель» вы загрузите, даже, может, 2 точно, говорят, еще «Газели», и всего получится, учитывая, что они уже сюда приезжали, плюс вот это, еще 2, 4 «Газели» собрал Миша. Мусором, что ли, пахнет каким? Не пойму, а? Всем здравствуйте, с вами Сергей Кузнецов. Только что вы посмотрели фрагмент, как Михаил убрал целое, я считаю даже огромное поле. Не переключайтесь, и дальше вы узнаете, сколько он заработал и куда он потратит свои средства. Я всем желаю дальнейшего хорошего просмотра, но самое главное, не мусорьте. Берегите природу, любите природу. Всем всего хорошего, пока и до новых встреч. А что свет выключили? Включите свет! Что происходит, а? Эй, народ, вы что, пошалили, что ли? Приехали. Слушай, Дим, я знаешь, что думаю? Что после такого случая, вот такого вот, нам Авито больше машин не дадут. Ну ладно, я думаю, они нас простят. Здорово. Привет. Здрасте. Салют. А мы елку нарядили. Ух ты, ну давай посмотрим. Она вообще где-то там включается. Сейчас включу. Елка. Она с прошлого года еще у нас. Знаете, я недавно нарисовала, у меня получилось что-то вроде пол-лица. Неплохо. Чье пол-лица? Это урок физики у меня так прошел. Я думаю, преподавателю физики можно передать привет в этот момент. Ну, я думаю, да. А здесь у тебя на стенах тоже твои работы. Да, я вообще хотела еще поклеить, ну там у нас есть старые обои. Я сначала клеила, но у меня когда не получается, я все срываю, комкаю, выкидываю. Поэтому я потом еще раз буду клеить. Вот еще она. А здесь в комнате холодно. Откуда дует? Могу показать. Ну, во-первых, окно у меня оно не самое хорошее. Я тут иногда вещами закидываю старыми вещами, которые мне не нужны. Огромная дырка. Вот она.
Она, Я, стала, походу, она сделала только что стала больше. еще больше, слушай. Короче говоря, вот там ты показываешь, там дырка в полу. И оттуда дует? Да, я вот вещами другими еще закрывала, потому что чтобы не дуло так сильно. И вот, ну, видите, все. У нас вся комната. Там дырки, мышки проедут. Давай, вылезай, мы вместе с тобой задвинем. Да не, все в порядке, оно не тяжелое, поэтому я сама. Дует, получается, оттуда из дырки, из пола. Еще откуда дует здесь? У меня Чтобы просто понимать. она очень старая, мы еще вот здесь закрывали, вот можете потрогать. Ну да. Дует, когда ветер. И вот здесь вот еще поддувает. В этих местах. У вас в семье есть некоторые, ну, скажем так, проблемы с тем, как рассчитать бюджет? Вот у меня есть специальная тетрадь, которую я веду. И записываешь, например, там, что Ксюше купить, там, что, может быть, себе там купить. Потом, что, может быть, посуду, может быть, продукты. Вот все приходится на тетрадку записывать и рассчитывать. У вас бывает такое, что, допустим, ну, пришло там вот детских 9 тысяч, там, да, или еще что-то с подработки, и вы не можете немножко рационально и правильно рассчитать, начинается перекос там в одну сторону, в другую сторону. Да, рассчитываешь на одну сумму, но не получается, потому что купил это, допустим, не купил другое. Живем часто мечтами. Мне просто Марина как-то один раз написала, что вот пришли деньги, детские пособия, типа подскажите, как лучше их распределить. Да, потому что, да, бывает такое, что, поверьте, хочется и это, хочется и то, и вот не знаешь, как правильно. Что именно необходимо. Вам нужна такая подсказка небольшая местами. Да, вот это нужно. Сегодня заключительный день работы Миши. Мы сейчас заплатим зарплату. Средняя зарплата здесь, в сельской местности, 15 тысяч рублей. Но мы прекрасно понимаем, что, во-первых, работа не самая благодарная, не самая приятная. Это работа на улице, это работа сейчас не лето, то есть она в холод. Поэтому мы решили, что будет более рационально и правильно, ну так скажем, за вредность заплатить больше. Поэтому твоя зарплата за всю эту работу, вот она здесь, это 30 тысяч рублей за месяц работы. Ты честно заработал эти деньги, ты их честно получаешь. Спасибо вам, просто не знаю даже. Я и так не знаю, как благодарить вас. Вы как сколько нам сделали. Мы хотим, чтобы ваша жизнь менялась не только нашими руками, а вашими руками. То есть мы хотим, чтобы вы сами изменили свою жизнь. Понятно, что есть такие моменты, как, допустим, ремонт, который, вы не потянете, потому что это большая сумма денег. Есть моменты, в которые мы вас готовы поддержать. Понятно. Есть моменты, которые вы сами должны. Это в том числе быт дома, порядок, Понятно. Может быть, какие-то там моменты по огороду. Мы предлагаем, учитывая, что мы на машине, поехать в ближайший населенный пункт, взять вот эти вот деньги, которые ты заработал, и их, какую-то часть потратить, во-первых, с нашей помощью, чтобы мы подсказали, что, может, будет более рационально купить. Давайте возьмем вот эту вашу тетрадку, про которую вы говорили, и составим список, то, что нужно, и первая необходимость ваша. Это ваши деньги, которые вы заработали, вы ими распоряжаетесь сами. По продуктам. Картошка. И так далее. Капуста, бурячок. Лук есть. Мясо. Картошка, морковь, масло, подсолнечные крупы, капуста, томатная паста, свекла. Сахар. Я думаю, что в принципе это основной список. Теперь давайте на другой стороне листочка этого же мы напишем. Вы сказали, первое, у вас есть долг в магазине. Сколько? 510 рублей. 510 долг. Потом, коммуналка, долг есть у вас? Да. Я считаю, что нужно будет вам покрыть, долг в магазине однозначно, коммуналку без воды однозначно, и
часть, может быть, завода, вы посмотрите более точно, сколько осталось. Пишем здесь 10 тысяч рублей. Значит, 10 тысяч рублей – это у нас на долги, на коммуналку долги, в общем, это все. Остается 20 тысяч рублей. Из 20 тысяч рублей это продукты у нас, плюс, может быть, еще что-то. Мам, если будут деньги, вот останется там сколько, возьмешь мне ботинки, а то мне в кроссовках холодно. Обувь. Вот сейчас примерно мы составили вот такой вот список в этой тетрадке. Здесь продукты, здесь то, что еще необходимо, плюс долги мы сюда записали, плюс бытовая химия, и еще дописали сюда, что желательно бы купить, если останутся деньги, это обувь и постельное белье. Вот у нас, если брать долги, остается еще 20 тысяч рублей, которые вот хорошо бы на 20 тысяч рублей максимально купить здесь все, что нужно. Что это с ней случилось? С кем? С машиной. А что с ней случилось? Очень много грязи. Цвет поменяла просто. С белого на грязный, красиво. Ну, это специально так. Это знаешь, как называется? Это аэрография, да? Или как? Это далматинец. Да. Выходите. Нашу красотку я закрываю. А список взяли с собой? Конечно. Здравствуйте. Подскажете нам, значит, у нас есть список, нам нужно все это набрать. Картошка, морковь, масло подсолнечное, ну и погнали. Здесь такой, типа, небольшой рыночек, и здесь, во-первых, чуть подешевле, во-вторых, сразу можно набрать много всего. И я думаю, что это прям оптимальный вариант для того, чтобы вот этот список у нас, вот этот вот, его заполнить. Свеклу. Свеклу, да. Это не пальма, да? Нет. Нормальная капуста, да? Вот, ты уже, слушай, ты уже здесь прям. Ты видел, что там написано? Требуется продавец. Почем вафли, не подскажете? Тут 200 хотите? Да, давайте. Грамм 200, 300? Ну вот упаковочку, будьте добры. Тут где-то грамм 500 хотите, давайте. Да, давайте, спасибо. Как вам такой продавец? Кстати, если, вот кроме шуток, если бы Ксюша у вас работала, вам тут и рейтинг, и продажа, к вам в очередь стояла. Поверьте. Далеко живет? Далековато, да. Здесь проблема добираться. Какую сумму у нас получилось? 6336. Сделаю вам небольшую скидку. Скидку сделали? 4000, да, небольшую. Спасибо. Круто, спасибо. Вам спасибо. А можно еще, пожалуйста, нам киви, пару гранатов? Я думаю, что, ну, в общем, фрукты еще детям мы от себя такой презентик сделаем. Да. Да еще можно, там семья большая, парочка. Ага. Приятный, в общем, этот такой магазинчик. Приятные тут девушки работают. Молодцы. И в хороших продаж. А мы погнали, мы потратили, значит, 6 тысяч. 10 у нас осталось за долги дома. И у нас еще есть бытовая химия, которую нужно купить. И я так понимаю, что обувь это прям тоже важно. О, здорово. Конечно. Тебе понравились? Я думал, все взять есть 44. Ну, выглядит прикольно. Да. Главное, удобно тебе? Да. Все, тогда берем. Как считаешь, маме? Она не сможет такие носить. У нее все время, она когда ходит, у нее стаптывается вот эта часть. А что ей нужно? Вот так. Надо, чтобы подошва была чуть-чуть больше. Плоскостопие. А ну не шпримять.
И по размеру, по всему. И ботинки тоже. Вот это 41, да? Да. Померяй, пожалуйста. А ну. Оно? Да. Покажи свои ботинки. Типа вот такие были боты. Решили взять вот ботинки от нас. Это типа. Это мы тоже берем, да, получается? Это вот маме. Это маме, это Из сами той суммы? покупают, да, из той суммы, которую заработали, это сами покупают. А куртку и вот эти ботинки это от нас еще сверху. Из той суммы, которая мусор. Ага. Да не, ладно, это подарок, прям подарок. 3080. Все, мы купили все, что нужно, все по списку. Общая сумма получилась 10 200 рублей, верно? Да. 6 плюс 3 плюс 1200. Да. По крайней мере, ты так считал. 10 200. Мы брали с собой 20-ку. По сути, 10 тысяч вам еще остаются. Правильно? Вот, 10 тысяч вам остаются. Это уже с учетом долгов и всего такого прочего. Да, мы еще дополнительно подкупили немножко там от себя, но это не в счет. Все. Смогли удержаться. Да, ну это, я считаю, это правильно. Деткам и Мише. Да. У нас уже темнеет. Да, у нас по времени прям жестко, потому что мы сегодня улетаем через буквально несколько часов, а нам еще ехать в другую сторону от аэропорта. Поэтому мы уже не будем больше ничего пока снимать, мы переместимся сразу в тот момент, как мы приехали, все это выгрузим, и у нас еще есть небольшой презент. Перемещаемся в темноту, туда, в село, к дому наших друзей. Погнали. Мы приехали уже к дому. Багажник полный продуктов, вещей, которые мы купили. Сейчас все быстро заносим туда, потому что уже стемнело, уже вечер. Все, погнали, и вам покажем сейчас кое-что. Легкое возьми, вот, пожалуйста, виноград, потому что он как раз требует индивидуального подхода. Иди, отойди. Кот бешеный. Это я все покупаю, мам. Это что? Зачем? Вы перестановку как-то сделали? Да, линолеум постелили, холодильник убрали. Линолеум Я постелили? хотела перестановку, чтобы он сделал. Ну, с той комнаты. Что вы сделали? Линолеум постелили. Который с той комнаты старый. Да ладно. Ну вот, он там попросил его столик мне поставить, чтобы удобнее готовить было. Я просто только сейчас заметил, действительно, здесь перестановка произошла, пока нас не было. Холодильник, получается, был там в углу здесь. И, кстати, он, по-моему, чистый такой прям. Мы очень сильно наблюдаем за вот нашими друзьями, да, с которыми мы познакомились. Мы обращаем внимание, что эта семья, вот, с которой мы сейчас общаемся, стоим, убирается, следит, и вот на все наши какие-то моменты, замечания, не просто там, ну как-то, знаешь, дали, да, вот такую реакцию, просто типа, ну вот, а действительно мы каждый раз видим, и это нам очень, это прям круто, что мы видим каждый раз какие-то вот моменты, элементы, это прям здорово. А мы здесь накупили много продуктов. Эти продукты куплены на те деньги, которые Миша заработал. Тут еще фрукты отдельно, это от нас там презентик. Спасибо, мы купили спасибо, у меня так обувь. огромная. Точнее, вы купили обувь Ксюше, обувь вы купили вам. Вы видели, какую вам обувь? Ксюша тебе с овчиной выбрала. Хотя, честно вам Ксюша скажу, выбирала все. Во, глянь, какая теплая. Да, мы сделали небольшой подарок, и мы купили Мише, мы купили куртку и обувь. Все, теперь в плане тепла вся семья укомплектована. Сейчас из 30 тысяч 10 на долги обязательно завтра там все закройте. Далее мы сейчас на все про все, продукты, одежда потратили 10 тысяч еще. То есть у вас осталось, если быть точным, 9 800. Да. Вот. Эти 9 800 у вас сейчас все есть. Конечно. Через 15 дней к вам еще придут детские. Да. Поэтому задача это вот такая, да, для вашей семьи. Декабрь, который сейчас пройдет, вы, зрители, смотрите это 13 числа, а вот мы снимаем несколько раньше, то есть впереди у нас еще месяц. Вы должны выйти в январь с большим запасом денег. Спасибо вам огромное. Знаю теперь о том, что вот дети голодные не Спасибо останутся. очень большое спонсорам нашего канала за вот все участие, в том числе в этой истории, да и во всех остальных. Спасибо, что Спасибо хоть вам. дети теперь голодные не будут. Спасибо. У нас есть еще один сюрприз. Вот в этом вот пакете лежит
А почему в пакете, кстати, скажи? А потому что он должен был быть в коробке. Но поскольку коробка не проходила вручную кладь в самолете, вот я перся сюда вот с этим вот пакетом. Здесь подарок не от нас, а от наших друзей компании Gigaspot. Сейчас вы все увидите, узнаете. Я думаю, что многие из вас уже догадались, что это такое. Хоп. Опля. Вот так вот я летел в самолете вот с этой вот штукой, как челнок. Да ну! Компьютер? Компьютер? Здорово! Лёг, смотри! Компьютер! Компьютер? Круто! Компьютер! Спасибо. Компьютер! Ура! Компьютер! GTA 5. Какой GTA 5? Иди ты. Это для учебы. Это для учебы. GTA 5. Он все о своих играх думает, господи. Тебе компьютер дарит, это ты о своих играх думаешь. Подержи, пожалуйста. Поснимай, как я достаю. Опля. Вот такой вот комп. Серьезно. Смотри, стеклянная. Красиво. Так. Так, комп. Там стеклянная. Красиво. Клава. Сейчас все распакуем. Блин, пожалуйста. Здорово. Спасибо. А мы инстаграм путаем. Мы все подсоединили. Сейчас мы включим вот этот вот компьютер. Это не профессиональный, там, не суперсложный компьютер. Это компьютер вам для учебы в первую очередь. И это компьютер, на самом деле, не от нас, а от наших друзей, компании Gigaspot, которые увидели сюжет про вас, которые захотели поучаствовать, и вот такой вот компьютер вам предоставили. Они собирают компьютеры более сложной комплектации, конфигурации, поэтому зрители, если вам нужно, то обращайтесь в компанию Gigaspot, вот такие компы делают, производят и собирают. Я думаю, что этот компьютер сейчас, пока что, мы сейчас его включим, он здесь будет стоять в детской комнате, вот в этой. Да. Но в дальнейшем мы перенесем его, я думаю, что в твою комнату, так будет правильно. Ну да. Вот. Мы вам покажем в дальнейшем, какие у нас планы вообще есть еще дальше здесь. Так, что, врубаем? Так. Давай, нажимай. Светится красиво. Спасибо. Он светится. Ой, он еще переливается. Красиво. Вау, как красиво. Боже, я раньше видела только такие видео в ТикТоке. Заходи вот сюда вот, в Google. Введи, знаешь как, YouTube слово пацана. Это не просто какая-то машина, это друг, это член семьи. Рыжушечка, здорово, давно тебя не видел. Дать этой машине вторую жизнь, вот это круто. Прям было непросто. Но ты не жалеешь, что взял такую историю? Нет, да ну, класс. Там показывают видео, наше видео про восстановление копейки. Кто еще не видел, обязательно посмотрите этот ролик. Мы восстановили копейку с сюрпризом, внезапно, тайно от владельцев, от пожилой паре, и им вручили. Поэтому смотрите это видео, кто не видел. А мы сегодняшний выпуск сейчас уже заканчиваем. Сегодня такой день, когда получилось завершить работу Михаила. Собрано очень много мешков с мусором. Он справился. Мы будем думать, как дальше быть в этой ситуации, потому что сейчас, получается, работы нету. В следующем выпуске вы узнаете, что мы постарались придумать. Короче говоря, не пропустите, в следующий понедельник встречаемся еще раз. Всем пока. Алло, но мы передвигаемся на другую точку. Все, принято, давайте.